Наша лампа. Коротко и ясно. Проклятые санкции. Здравствуйте, друзья! Про VPN есть повод поговорить. Тут вот ходят слухи, что хотят штрафовать за его использование, но вот в «Единой России» такие планы отрицают. Казалось бы, да, при чем здесь деньги? Но вот мой коллега Александр, который как раз пишет про эти деньги, про экономику, утверждает, что это как раз таки про деньги. Почему? Сейчас мы у него узнаем, он с нами на связи. Саш, привет. Добрый день. Ну скажи, почему это все-таки про деньги? Причем здесь VPN и деньги? Ну, конечно, VPN это такой сервис, который позволяет сайтам, которые по каким-то причинам в России запрещены. Или наоборот, он позволяет заходить на сайты, которые не хотят видеть у себя по каким-то причинам посетителей из России. Потому что он подменяет адрес, с которого человек идет, и таким образом там подставляется, допустим, новозеландский адрес или какой-нибудь. Ну это понятно. А деньги-то при чем? При чем деньги? Потому что очень многие покупают на всяких интернет-сайтах и не только товары, но и услуги. Например, обновление онлайн-игр, ну много чего такого. Программы обновляют. И если за использование VPN будут преследовать, то те люди, которые совершали такие покупки, они не смогут это делать нормально. У них не будет такой возможности. Это одна из наиболее серьезных причин, почему я считаю, что VPN это все-таки про деньги. Невозможно покупать там, где тебя не хотят видеть покупающим. Понятно. А как вообще можно отследить, что человек пользуется VPN? Ну, это сложная история, которая для нас сложная. А для интернет-провайдеров, если им дадут по голове и скажут, вот контролируйте, сволочи, они будут контролировать, у них есть такая возможность. Либо второй вариант, нужно использовать какие-то сложные и дорогие способы подключения к серверу. Вот есть много бесплатных или условно бесплатных таких сервисов. А вот если будут жестко прессовать, тогда, скорее всего, придется пользоваться платными, а они дешевенькие. Ну понятно. Ну, в общем, уже несколько человек там из «Единой России» сказали, что нет, никаких там штрафов не будет, но твое мнение, будут запрещать или не будут в итоге? Ты знаешь, я думаю, что вероятность все-таки достаточно велика, потому что контроль за доступом к ненужной информации, цензура и прочие дела, ну, любим мы это все. В условиях специальной военной операции более чем вероятно. Ну а сейчас мы можем как-то подготовиться? Разве что проконсультироваться у знакомых айтишников и, возможно, заранее попробовать купить доступ к таким сервисам, возможно. Но я не уверен, что это будет сделать так уж легко. Если возьмут, то будет непросто. Ну понятно, там он даже вот Дмитрий Песков говорит, что пользуется VPN, ничего страшного, никаких штрафов не будет. Ты же понимаешь, что положено Юпитеру, это не позволено Быку. Ну, конечно. В любом случае будем ждать, посмотрим, что придумают наши власти. Ну а следующую тему обсудим уже завтра. Спасибо, пока. Коротко и ясно. Цитаты великих. Мой дед однажды сказал мне, что люди делятся на тех, кто работает, и тех, кто ставит себе в заслугу результаты этой работы. Он советовал мне попасть в первую группу. Мне информировался Индира Ганди. Вы слушаете Радио Правда, АМ 1557. В ближайшие 15 минут у нас в ленте. Коротко и ясно. У каких знаменитостей 10 августа день рождения? И кто является самой молодой миллиардершей в истории? Действительно ли Польша хочет забрать часть Украины? О чем мне говорят, что первым в СССР осуществил контакт с инопланетянами? Об этом и многом другого уже прямо сейчас. Не пропустите и будьте в курсе. Важные Соединенные Штаты дадут Украине $4,5 миллиарда для поддержки бюджета. Еще на миллиард поставят военную технику. Вашингтон собирается передать Украине дополнительные системы «Хаймерс», снаряды для реактивных систем залпового огня и минометов, противотанковые ракетные комплексы «Джевелин», автомобили, медицинское оборудование и принадлежности, а также взрывчатые вещества.
Также Пентагон опубликовал свои оценки потери российской армии на Украине. По их оценкам, речь идет о 80 тысячах человек ранеными и убитыми. 65% россиян поддержали бы окончание войны и подписание мирного договора с Украиной. Почти 2/3 граждан считают, что спецоперация затянулась. Таковы результаты исследования Russian Field. А вот помогать российской армии россияне не хотят, как материально, так и непосредственно в боевых действиях. 67% респондентов сказали, что не согласны жертвовать свои деньги на войну, а 62% опрошенных мужчин заявили, что сами воевать не готовы. В России хотят собирать биометрические данные граждан без их согласия. Это предлагает Минцифры. Авторы идеи ссылаются на то, что сбор личных данных без согласия людей уже закреплен в поправках к закону об информации, принятых 6 июля. Как сообщает «Коммерсант», собранные данные россиян планируют передавать в единую биометрическую систему. Антироссийские санкции принимают неожиданные обороты. Власти Франции из-за спецоперации на Украине запретили россиянам посещать Винсентский замок, где хранятся военные архивы. Об этом сообщает «Франс Пресс». Замок расположен на юго-востоке Парижа. Он был построен для королей Франции в XIV-XVII веках в Винсентском лесу на месте охотничьего угодья. Больше фото и видео без цензуры на нашем телеграм-канале «Лента 18+». Наша лента. Коротко. У кого сегодня день рождения? 10 августа испанский актер Антонио Бандерас отмечает 62-й день рождения. За свою почти 40-летнюю карьеру Бандерас прошел путь от небольших проектов до масштабных голливудских блокбастеров. Да его биография похожа больше на сценарий приключенческого кино. Антонио не собирался быть артистом, он вообще играл в футбол, и если бы не случай, возможно, сейчас был бы звездой спорта на пенсии, но перелом ноги поставил на футболе крест. Пик его популярности пришелся на 90-е, когда вышли фильмы «Интервью с вампиром», партнерами Бандераса стали Брэд Питт и Том Круз, культовый «Отчаянный» и «Маска Зорро». Последний, пожалуй, самый известный образ Антонио Бандераса. Кстати, в фильмографии звезды есть и российские картины. В 2017 году Бандерас принял участие в съемках фэнтезийного фильма «За гранью реальности» вместе с Милошем Биковичем и Любовью Аксеновой. Проект получился не очень удачный, учитывая, что обзор на фильм от Бэдкомедиана посмотрело больше людей, чем саму картину — 15 миллионов человек. Но даже если сегодня Антонио Бандерас уже не тот, он все равно оставил свое имя в мировой истории кино. А чем запомнится будущим поколением Кайли Дженнер, пока вообще непонятно, но девушка из знаменитого семейства Кардашьян стала самым молодым миллиардером в истории. Модель и блогер заработала больше денег, чем основатель Facebook Марк Цукерберг. 10 августа ей исполняется 25. У Кайли своя марка косметики и 300 миллионов подписчиков в Instagram. Такие они знаменитые именинники 10 августа. Больше звездных историй в следующем выпуске. Пока. Наша лента. Коротко и ясно. Посмеемся? Рядовой Иванов, выйди из строя. Иванов падает без сознания. Грохот. Командир. Что это с ним? Товарищ командир, он вышел из строя. Наша лента. Коротко и смешно. О чем нам не говорят. В 1979 году вблизи города Державинска в Казахстане произошел первый описанный случай контакта человека с внеземной расой на территории СССР. Городок в то время был засекречен, поскольку там базировались ракетные войска. После серии контактов с загадочными существами КГБ и другие тайные службы ракетов, которые доступны для общественности, и стали известны подробности случившегося. Летом в пионерском лагере Буревка вблизи Державинска отряд из 20 детей вышел на утреннюю прогулку с пионер-вожатой Натальей Калмыкиной. Они заметили, что навстречу приближается темные, почти черные тела, из земли. Шокированные увиденным дяку одно из существ поначалу преследовало их. Гуманоид приблизился к пионерам буквально на 10 метров, но в лагерь не вошел, а повернул обратно к своим спутникам.
Затем существа растворились в воздухе так же внезапно,